Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Скоро весенние праздники, и все мы, женщины, ждем сюрпризов и подарков. И я помню, одна подруга мне рассказывала: ты представляешь, муж подарил на 8 марта жидкость для чистки унитаза и ёршик. Самое удивительное, когда эту историю я рассказывала какому-то мужчине, он сказал: слушай, это хорошая идея. Так что, мои хорошие, готовим подарки своими руками, делаем себе сами приятные сюрпризы. Так, девочки, на сайте интернет-магазина я заказала вот такую замечательную, очень красивую, яркую ткань. Ткань называется рогожка. Она хороша для пошива кухонных полотенец. Но просто полотенце шить – это неинтересно. Перед началом работы отрежем кромку. Дальше выровняем края и отрежем полоску 36 сантиметров шириной и 1 метр длиной. А потом эту заготовку разделим на две части. Посмотрела я по своим лоскутикам и для отделки выбрала вот такую яркую, красивую ткань. Я буду шить сразу два таких полотенчика, поэтому выкраиваю все в двойном экземпляре. Все размеры выкраивала на глаз, но с вами я поделюсь. Для одного полотенчика нам надо выкроить две детали шириной 7 сантиметров и длиной 20 сантиметров. И еще две детали длиной 15 сантиметров, шириной 10 сантиметров. Ткань рогожка очень красивая, яркая, с маками и васильками. Кстати, про василек. У моей мамы скоро юбилей, 70 лет. И на сайте интернет-магазина «Любимый Василек» заказала ей подарки. Нет, Мишенька, для тебя там ничего нет. Все только для девочек. Выбирала подарки вместе с мамой. Вы же знаете, что у каждой женщины свой вкус и свое представление о прекрасном. Размер одежды заказывали 56-й. Все очень хорошо подошло, но все-таки можно было заказать и чуть побольше, потому что ушить гораздо проще и легче. Единственное, бирюзовая ветровка маме оказалась узкой. Она подходит на 52-й размер, и я ее забрала себе. Еще мне понравился костюм из футболки и леггинсов. Ткань очень хороший, приятный телу хлопок. Заказали фланелевый халатик, самый простой, запашной. Как раз после бани его надевать. Конечно же, заказала и ткань. У меня идет очень большой расход ткани для обратной стороны лоскутных одеял. Ну а топер сестра попросила для нее заказать. Сами видите, вещь нужная. Девочки, напоминаю вам, что по промокоду Polly10 вы можете получить скидку 10% на ткани на отрез. Первым делом надо обработать двойной подгибкой полотенце с 3 сторон. Широкая часть будет вверху, ее можно и не подшивать. Теперь будем готовить верхнюю часть. Детали лямок выкраивала двойными. Их надо сложить пополам и зашить открытый срез. У полученных заготовок отрезать уголочки, вывернуть, проутюжить и отстрочить на расстоянии примерно 1 мм от края. Я хочу, чтобы эти лямочки застегивались на пуговицы. Пуговицы я приготовила. Теперь намечаем места для петель. Для того, чтобы сделать петлю, воспользуемся специальной лапкой. Она была в комплекте к моей швейной машинке.
Берем пуговицу и вкладываем ее в специальный паз. Это нам надо для того, чтобы машинка понимала, какой длины надо прошивать петлю. Меняем лапку. Убираем обычную. Сзади есть рычажок, его немножко подвигали и лапку освободили. Устанавливаем специальную лапку. Придерживаем верхнюю нитку. Делаем оборот махового колеса. Опускаем иголку. Потом поднимаем ее и аккуратно вытягиваем нитку. Нитки уводим назад. Дальше что мы делаем? Машинка у нас автоматически шьет петлю. Для этого рычажок переставляем на изображение петли. Дальше идем к рычажку длина стежка. Его тоже устанавливаем на картинку с петлей. Рычаг ширина стежка. Его делаем максимальным. Конечно, перед тем, как шить, лучше потренироваться на ненужном кусочке ткани. Но ткань должна быть такая же, и слоев ткани надо брать столько же. Так, наметили место, где мы будем делать петлю для пуговицы. Учтите, петля будет располагаться сзади иголки. Опускаем иголку в начало петли. Потом опускаем лапку. И дальше вот здесь есть такая штучка, ограничитель. Мы ее вытягиваем вниз. Она как раз нужна для того, чтобы машинка знала, на какую длину ей идти. Потом вручную поворачиваем колесо. Делаем буквально 2 стежка и начинаем потихоньку шить. Лапку немного сзади придерживаем, подталкиваем и направляем. Машинка шьет сама. Сначала делает несколько широких стежков, затем обшивает мелко левый край петли. Делает несколько широких стежков, затем обшивает правый край. Все. Теперь аккуратно вытягиваем нитки и отрезаем их. Нитки, которые остаются, мы аккуратно выводим на изнаночную сторону, связываем между собой, а концы заправляем в иголку и прячем в ткань. Теперь берем распарыватель, аккуратно его заводим и разрезаем ткань. Петелька получилась идеальная под пуговицу. Также делаем петельки и на других деталях. Когда девушка лайкает рецепт блюда, это вовсе не значит, что она будет его готовить. Это значит, что она бы сейчас съела его с удовольствием. Дальнейшая работа самая простая. Берем 2 длинные детали, складываем их лицом к лицу, намечаем середину и на равном расстоянии располагаем наши готовые лямки. Закалываем булавочками. А внизу этих деталей делаем следующее. Нижний край сразу подгибаем примерно на 1 сантиметр. Закалываем, а дальше делаем строчку. Полотенчика у нас уже обработано с 3 сторон. Обрабатываем верхний край. Находим середину и от нее в обе стороны формируем складки. Ориентируемся на уже подготовленный и отшитый верх. В верхней части подрезаем уголочки, выворачиваем, проутюживаем. Вкладываем внутрь наше полотенце, закалываем булавочками, но лучше закрепить иголкой с ниткой. И потом прошиваем на швейной машинке. Ну, вы, девочки, думаю, понимаете, что в любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната. И там она веселится вовсю. Хочет — борщ варит, хочет
посуду моет. Кстати, мои хорошие, кто еще до сих пор не подписан на канал, подписывайтесь, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. Вот такие фарточки на духовку у меня получились. Зачем они нужны? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это просто полотенца, которыми можно вытереть руки. А если духовка горячая, то полотенца эти быстро сохнут. Ну а в-третьих, за эти лямки полотенце можно пристегнуть к фартуку и вытирать им руки. Сошьем из этой ткани еще и красивую варежку-прихватку. Для выкройки можно обвести уже готовую, купленную в магазине. Померьте ее, чтобы она хорошо сидела на руке. Выкраиваем 2 детали из хлопкового ватина и 2 детали из вспомогательной ткани. Складываем их попарно и простегиваем на швейной машинке. Потом соединим вместе обе детали, проложим по краю строчку. Остается только подрезать, лишнюю ткань уберем. Дальше раскладываем цветную ткань и обводим эту рукавичку. С нижнего края отрезаем ровно, а сверху и по бокам от обведенной линии делаем припуски на швы и вырезаем деталь. Дальше прошиваем ее по краю. Когда женщина говорит, что любит детей больше, чем мужа, не верьте. Детей она может оставить соседкой, а мужа никогда. На подготовленные детали делаем надрезы и выворачиваем ее. Внутрь вкладываем уже готовую теплую рукавичку. Открытый срез обрабатываем бейкой. И сразу же сошьем еще прихватку. Я вырезала 2 детали овальной формы и между ними слой хлопкового ватина. Размер можете взять по своей руке. И еще готовим 2 полумесяца. Их будем нашивать сверху. Эти детали тоже делаем двойными. На обратную сторону можно поставить обычную ткань, а внутрь вкладываем также ватин. Все открытые срезы обрабатываем косой бейкой. Сначала внутренние срезы этих полукруглых деталей, а потом обошьем всю прихватку по краю. И сделаем еще и петельки. Получился замечательный, очень яркий и нарядный комплект для кухни. Полотенце-фартуки для духовки, рукавичка, прихватка. А из остатков ткани я просто нашила кухонных полотенец. Получилось 3 штучки. Женщины, помните, вы не прачки, не посудомойки, не кухарки, не уборщицы. Вы ангелы чистоты, жрицы порядка, богини уюта. Дом – это ваш храм. Просто вам этого не объяснили. Но вы, конечно, понимаете, что когда я говорю слово «жрицы порядка», здесь имеется в виду возвышенные создания, которые служат высшему божеству, а не от слова «жри». Ну и, конечно, дам всем полезный совет. Дорогие девочки, девушки, женщины, не давайте мужчинам ложные надежды. Не оставляйте на плите пустую сковородку с закрытой крышкой. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии, заходите почаще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!